Всем привет! Меня зовут Нина Заславская. В этом выпуске мы с вами разберем ваши работы по глазам. Кстати, если хотите, чтобы я разобрала именно вашу работу, присылайте мне ее в директ. Прикрепила ссылочку в закрепленных комментариях. Итак, первая работа, как мы видим, здесь выполнена стрелочка с растушевкой. Ну и сейчас пробежимся по самым таким заметным ошибкам. Первое, что смущает, то, что пигмент для растушевки выбран черный. Черным пигментом ни в коем случае не делаем растушевку. Вообще черный цвет может быть использован на межресничном крае, и немножечко мы можем затемнить ребро. Особенно если вы хотите сделать красивую, легкую вальную растушевку, то сначала нужно положить основу теплым цветом, коричневым. Советую вам растушевку делать именно коричневого теплого оттенка, чтобы по заживлению не было каких-то серых, синих, таких расплывшихся синяков, чтобы было действительно очень нежно и воздушно, натурально. Поэтому сначала мы укладываем коричневую растушевку. Конечно, сначала у нас намечается ребро, очень легко. И вот этот кончик, который здесь достаточно ярко выделен, он как раз-таки должен сводиться на нет. Вот как в волосковой технике мы с вами очень часто разбираем, что волосок должен быть нарисован очень нежно, плавно, натурально, что брюшко у волоска плотное, а кончик растворяется, сходит на нет. То же самое и в стрелочке. Вот этот кончик, он должен быть легким и должен раствориться. Кончик не должен читаться. А вот здесь вот получилось достаточно плотненько. Стрелочка так хоп и резко обрубается. Так не должно быть. После того, как вы наметили вот это ребрышко коричневым цветом, вы начинаете легонечко подтушевывать. И сначала вы затемняете именно темные места. Вот этот угол у нас самый темный, из него как раз-таки и выходит вся растушевка. Можно ее прям разделить по этажам 1, 2 и 3, где первый самый темный, второй это серединочка, что-то между темным и светлым, а вот третий самый-самый светлый. Здесь мы используем коричневый светлый оттенок. Преимущественно для растушевки я использую даже два оттенка коричневых, и плюс черный цвет для затемнения межреснички и немножечко уголочка. И вот самый светлый коричневый я как раз-таки использую на третьем этаже. Чтобы не перетемнить, цвет должен быть такой золотистый, красивый. Он окрашивает очень красиво вашу тенюшку, она прям так переливается, очень классно выглядит и заживает, самое главное, круто. Поэтому кончик я делаю очень-очень светлым, тут тоже немножечко подтушевываю светлым оттенком, и только после вот этой коричневой основы я уже начинаю использовать черный цвет, прохожусь уже внахлёст по коричневому цвету, прокрашиваю межресничку и немножко из межреснички выхожу на подвижное веко, в растушевочку, как бы создавая тем самым акцент. И вообще у нас градиент как бы в двух направлениях идет: от ребра к серединке подвижного века и от межреснички к верху, то есть вот так вот в двух направлениях. Здесь не нужно перебарщивать, еще один момент, вот так вот горбом прям напылили, такого не должно быть. У вас как будто бы уголочек вот такой, до середины подвижного века вы должны этот уголочек уже свести на нет. Соответственно, верхняя часть вот этой растушевки не будет иметь никакой четкой границы, она тоже растворяется и вот так вот сходит на нет, очень-очень легко. К сожалению, вот это плотное напыление, которое здесь выполнил мастер, заживет серым пятном, поэтому с глазками аккуратнее, только не перебарщивайте. Мы переходим к следующей работе, достаточно неплохой, аккуратненькая стрелочка. Мастер старался выполнить работу не травматично, но сразу бросается в глаза некоторый совсем небольшой нюансик. Это как раз-таки мое любимое. Кончик стрелочки должен быть очень легким, как кончик волоска, Вот немножечко прям не хватает. Вот здесь продлить кончик, сделать его полупрозрачным. Вот даже можно черный взять, и вот так вот вытянуть эту стрелочку. Посмотрите, как она преобразится. Станет гораздо плавнее, изящнее. То есть вот таким образом, вроде какие-то небольшие моменты, нюансы, но они таки и составляют вот эту общую красивую картинку.
Ну и еще можно было сделать чуть потоньше на подвижном веке подводочку. То есть мы обычно сводим на нет и уводим в тонкую полупрозрачную межресничку, чтобы начало стрелочки не было таким плотным горбиком, да, чтобы оно растворялось и сходило на нет, так же, как и, собственно, кончик стрелочки. Итак, следующая работа. Выполнена она, как мы видим, на возрастном веке. На возрастном веке работать посложнее, потому что там близко сосудики, как правило, кожа истончается, и кожа такая прям чувствительная, сосудистая. Любое неверное движение и может пойти отек. Здесь отека нет, мастер постарался. И действительно работа очень аккуратненькая, но немножечко вот с возрастным веком так бывает, да, вот эти вот складочки, которые мешают нам вывести красивую, четкую вот эту границу. Поэтому стрелочка немножко преломляется. Конечно, здесь в идеале посмотреть в сидячем положении, как стрелочка выглядит на уже немножко приспустившемся веке. Самое главное, чтобы она не была кудрявой, потому что, как правило, на таком веке, где есть морщинки, они как раз-таки портят нам всю малину, и вот эта стрелочка становится вот такой вот кудрявенькой, волнистой. Поэтому мы работаем на таких веках до первой складочки. Вот как видим складочку, хоп, и все. Дальше не нужно вести. Вот видите, здесь даже как стрелочка вот это преломляется из-за вот этих вот складок. Вот здесь мастер молодец, также пыталась вывести тоненькую, но можно еще потоньше и все-таки немного покороче, в идеале поплавнее вот это очертание, почетче, чтобы оно не гуляло. Ну и можно бы было сделать чуть-чуть пониже. Опять же, конечно, не 100% и не факт, потому что на возрастном веке нужно смотреть в сидячем положении. Если веко сильно опускается, иногда полезно не доводить стрелочку до самого конца, чтобы это все не усугубилось. По растушевке, по межресничке вопросов нет. Мне нравится, очень легко, нежно, нет никаких засаженных пятен. Можно было использовать цвет также более коричневый, тепленький, потому что, ну, заживет таким немного сероватым. Вообще, как я уже говорила, советую вам использовать коричневые оттенки на веках. Они очень красиво смотрятся в зажившем виде и не дают вот эту некрасивую серость, которую мы все не любим. Итак, еще одна работа. Здесь, я так понимаю, уже заживший татуаж. Мы видим, что он отдает такой голубизной. Вообще, какой бы черный пигмент не был, если вы не используете подложку коричневую, да, когда вы выполняете растушевку, если у вас просто какие-то четкие черные стрелочки клиент попросил, то все-таки добавляйте в черный пигмент капельку оранжевого корректора. Черный должен быть немножко с коричневой, чтобы все-таки обезопасить себя от нежелательной вот этой некрасивой синевы. Поэтому, конечно, вот такой холодный оттенок здесь проступает, что не очень красиво смотрится, к сожалению. Еще один момент. Концы стрелок, да, мое любимое опять. Концы стрелок, они достаточно такие плотненькие. Хочется сделать прям тоненькую, такую изящную. Если даже выводится за пределы глазика межресничка, то все равно кончик должен растворяться, быть изящным, как бы уходить как будто бы в ресничку, а не заканчиваться тупым концом. Еще одна работа с растушевкой век. Здесь я вижу, мастер использовал коричневый цвет и черный, что очень хорошо, заживет, я думаю, прекрасно. Единственная нечеткость вот этого ребра, да, и кончик, опять же, хотелось бы посветлее. Даже черный можно взять и вывести в тоненький, прозрачный, да, видите уже, как совсем по-другому это все выглядит. Не хватает вот этого лоска, что ли, вроде небольшие детали, но они очень, конечно, играют роль. Также немного читается вот эта вот линия, то есть здесь надо было сделать чуть посветлее. Линия не должно читаться, вообще вот эта растушевка сходит как будто бы вот таким треугольничком. Для упрощения задачи, чтобы никак не съехать, я обычно вот эту тень проставляю себе хирургическим маркером, либо же красной гелевой ручкой пилот, который вот хорошенько так держится. И вот эти красные пунктирные линии не дают мне выйти за пределы своей растушевки и напылить как-то вот так вот горбом, то есть переборщить. Вот так работа неплохая, в целом хорошая.
Ну и заключительная наша работа, которая мне нравится, мастер молодец. Есть небольшие недочеты, но в целом выглядит очень нежненько. Хорошая межресничка, сходит на нет, сама очень светленькая и такая тоненькая. Здесь можно было бы чуть-чуть поплотнее межресничку напылить, ну, чтобы все-таки получше она поярче зажила. И опять же ребро, да, вот поработать над ребром, прям уделить внимание на своей следующей процедуре именно вот этой зоне, чтобы ребро было четкое, без всяких зазубринок, чтобы кончик не заканчивался вот какой-то непонятной точкой, да, а его можно было вытянуть чуть подлиннее и свести полупрозрачненько на нет. Также можно бы было подтушевать, еще сделать акцент на уголочке, потому что акцента как такового нет. Есть растушевка, да, она плавная, да, она не имеет четкой границы, никаких горбов и так далее, но чуть потемнее вот этот акцентик можно бы было выделить. Если остались какие-то вопросы, пожелания, пожалуйста, пишите в комментариях, я всегда рада. Спасибо, что вы со мной, мы увидимся в следующем выпуске. Пока-пока!